В этом году мы ожидаем рост выручки в диапазоне 18-20%, рентабельность по чистой прибыли от 10 до 14%. LTM выручка за 9 месяцев 3,5 почти миллиарда рублей, и это плюс 19% к аналогичному периоду. Хендерсон, он уже переходит в эту стадию, где стабильность сопровождается стабильным ростом. Ты можешь купить дешевый костюм и одеть его первый раз, и он будет выглядеть как дорогой. А дорогой костюм, он будет выглядеть как дорогой на протяжении долгого времени. Инфляция, она, естественно, она влияет на себестоимость. С другой стороны, мы стали достаточно крупным потребителем у наших производителей. А у нас, я напомню, более 100 производителей в 15 странах. С 2022 года мы все чувствовали опережающий рост зарплат. И, во-вторых, мы чувствовали все, что был рынок работника, а не работодателя. Но потом, когда наступил 14-й, да, потом наступил 20-й, все поняли, что как бы черные лебеди, они прилетают, оттенки черного, они все время разные, и невозможно себя застраховать от всего. Зачем вот инвестору смотреть на фэшн-сектор? В чем вот ваша история? Фэшн-рынок — бешеная конкуренция. Что сейчас меняется в фэшн-рынке? Почему мужчины покупают Хендерсон? И почему инвесторам стоит обратить внимание на компанию Henderson Fashion Group? На эти вопросы нам поможет ответить Константин Гедемин, директор по связи с инвесторами в компании Henderson Fashion Group. Друзья, прежде чем начать выпуск, поддержите канал лайком, подпиской и колокольчиком, чтобы не пропустить новый выпуск. Для вас это секунды, для алгоритмов сигнал, чтобы как можно больше людей узнали, как инвестировать осознанно. Меня зовут Владислав Никонов, я основатель социальной сети про инвестиции, финансы, базар. И мы начинаем. Константин, спасибо, что пришли к нам в гости. Компания Henderson на слуху, многие носят одежду, она современная, классная, модная. Но 2026 год называют непростым для экономики. Как изменилось поведение покупателей одежды? Что вы видите в цифрах? На самом деле мы видим, что спрос, конечно, трансформируется. Во-первых, то, что мы видим диджитализацию. И это видно по нашим продажам, что вот у нас доля онлайн продаж, она в прошлом году была порядка 20%. За 10 месяцев этого года она стала уже 23%, но если брать отдельно октябрь, то она уже 25%. То есть в следующем году у нас будет уже 25% онлайн, скорее всего. Это первое, что мы видим. Да, мы видим некое охлаждение трафика в торговых центрах, но что нам помогает? Первое, это наша стратегия, которую мы выбрали, это стратегия переоткрытий. И мы, переоткрываясь, перемещаемся в наиболее проходимые места торговых центров и переоткрываемся в больших форматах. То есть прошлый год и этот мы открывались в форматах 500, 800, 500, 750. В прошлом году мы открыли первый пилотный магазин площадью 1000 квадратных метров, тестировали эту гипотезу, этот формат. И в следующем году у нас уже будет сразу 3 тысячника открыто. И, соответственно, этим самым мы компенсируем то падение трафика. Оно же, в принципе, падает, скажем так, неравномерно. Да? То есть где-то в торговом центре на периферии это может быть и критично, но самые проходимые места, атриумы, первые этажи, они, в принципе, ведут себя достаточно стабильно. И мы ежемесячно показываем свою динамику по выручке, раз в квартал мы отчитываемся и по трафику в том числе, и отсюда видно, что в принципе трафик у нас не падает. Поэтому динамика, наверное, она снизилась, в силу множества обстоятельств, сейчас все жалуются. Нам грех говорить плохо, потому что мы сейчас растем со скоростью приблизительно 18-20% год к году. Да, конечно, могли бы расти быстрее, но тем не менее рост этот, он опережает темпы роста рынка кратно. Потому что рынок, по данным, опять-таки, которые у нас есть, правда, они февральские, мы последний раз оценивали рынок и его динамику в феврале, нам тогда сказали, что будет 11%, мы сейчас практически двукратно растем, но мы вот сейчас получать будем новые данные, и похоже, что наша динамика относительно рынка еще более агрессивная. То есть, что мы делаем? Мы сейчас завоевываем долю, фактически. Которая освободилась. Рынок, он растет гораздо медленнее нас, это значит, что наше присутствие на рынке увеличивается.
Каждый раз, когда я захожу в базар, ловлю одно и то же чувство. Здесь люди не соревнуются, они делятся. Один пишет про свои ошибки, другой про прибыльные сделки, а третий просто поддерживают других. Вот рейтинги инвесторов. Смотришь не на сухие цифры, а на живых людей, у которых за этими цифрами история, решение, характер. Это редкость. Платформа, где инвестиции не понты, а путь к доверию и репутация. Если вам близко учиться у других и расти вместе, присоединяйтесь к социальной сети Базар. Ссылка в описании. Увидимся в Базар. А теперь к подкасту. Увеличение площадей увеличивает спрос на магазины, да, на то, чтобы их посещали, и это, в принципе, увеличивает вашу выручку. Ну, не совсем так, на самом деле, проще гораздо. Во-первых, есть психологический момент, что в магазин 1000 квадратных метров тебе гораздо более комфортно зайти. Во-вторых, этот магазин, он находится в центре трафика. В-третьих, в магазине 1000 квадратных метров, как мы понимаем, гораздо больше ассортимент. Это не просто ты закрыл 300, открыл 1000, и там плотность подачи ассортимента должна тоже соответствовать этой 1000. То есть это значит, что, ну, грубо, если в магазине 1000 квадратных метров лежит, ну, почти в 3 раза больше ассортимент, чем в магазине 300 квадратных метров. Это большая работа. То есть мы, в принципе, последние несколько лет этим занимаемся. Мы наращиваем ассортимент не только в формальном сегменте. То есть мы расширяем сегмент. Все считают нас формальным брендом, но на самом деле не все, а многие. Но на самом деле у нас доля формальной коллекции в продажах только 42% сейчас. Все остальное это неформалка и аксессуары. На самом деле, еще для зрителей скажу, что Henderson — это российский бренд, да, то есть многие думают, что это что-то иностранное совсем, да, потому что модно, ассоциация есть с модой, есть с качеством, и даже многим непривычно ожидать такого уровня, то есть одежду. Что сейчас меняется в фэшн-рынке России? Что растет быстрее, чем ожидалось? Я не могу сказать, что что-то прямо кардинально меняется. Мы видим то, что, во-первых, спрос на наши изделия, он продолжает оставаться на высоком уровне. Первое. Потому что, ну, почему? Давай поговорим о мужской моде. На самом деле мужская мода сильно отличается от женской. Тем, что в мужской моде очень высокую роль в выборе именно нас как бренда играет репутация, которую, в принципе, мы десятилетиями зарабатывали, и ну, узнаваемость самого бренда и ассортимент, ну и качество. Потому что мужчина, в отличие от женщины, он выбирает немного по-другому. У женщины покупка эмоциональная, а у мужчины покупка функциональная. И поэтому, допустим, если вы посмотрите в женский гардероб, то там мы можем увидеть с вами множественность брендов, потому что женщине понравилось что-то, она взяла, купила. А у мужчины, вот вы купили рубашку, например, в Henderson, и поняли, что вот 2 года вы в ней ходите, она вас полностью устраивает и по размеру, и по цвету, и по тому, как она стирается, да, и она не теряет ни в качестве, ни в каких своих характеристиках, вы понимаете, что следующая рубашка у вас тоже будет Henderson. Просто потому, что это самое быстрое решение. Не нужно ничего выбирать, вы доверяете бренду, вы покупаете рубашку, и вы знаете свой размер. То есть вы приходите в магазин или в онлайне, смотрите на этикетку на той рубашке, которая у вас есть, покупаете в том же размере, может быть, другой цвет, но точно такую же, она приходит или вам ее отдают, ее даже могут не распаковывать в магазине. Вот я, например, рубашки, когда покупаю, я их даже не распаковываю. Да, я тоже очень часто так делаю. Приходишь домой, одеваешь, она села как влитая. И это и есть доверие, элемент доверия, и это и есть то, почему вы не выбираете другой бренд. Помимо этого, высокий уровень сервиса, ну, он может быть, он должен быть в том сегменте, в котором мы находимся, очень высоким, потому что это определяет, в принципе, потребление. Потому что человек, который приходит к нам, он видит обстановку, он видит, ну, уровень цен, и против этого он должен видеть очень хороший уровень обслуживания. Поэтому мы приучаем потребителей долго к себе. И более того, скажу, на самом деле, очень интересный факт, что те потребители первые, которые к нам приходили, может быть, там в 10-х годах, они сейчас начинают приводить к нам своих детей. То есть вот я, например, у меня сыну там 20 с небольшим лет, и мой сын тоже одевается в Henderson. Я просто вспоминаю себя, там 15 лет назад, когда я приходил, покупал рубашку, и сейчас точно так же я приучаю его приходить и покупать рубашку. То есть это нормальная история, когда к тебе начинают ходить несколько поколений. Это, ну, о многом говорит. И самое главное, здесь 2 вещи. Первое,
Это уровень качества, то, что мужчины требуют, потому что мужчины относятся функционально, я повторюсь, к одежде. И плюсом к этому уровню качества, например, мы один из немногих брендов, который дает гарантию на свою одежду 2 года. У вас даже гарантия есть, я не Конечно. знал. Ну, это интересный факт. Это первое. И второе — это уровень сервиса. То есть, чтобы когда ты приходил к нам в магазин, тебе было комфортно, продавцы максимально отвечали на твои вопросы, максимально комфортно для тебя подбирали то, что тебе нужно. Ну, это вот, в принципе, то, что определяет. Там есть еще много факторов, но мы, наверное, чуть попозже Да. про них поговорим, потому что, в принципе, фэшн мужской, он достаточно сильно отличается от женского в плане подачи, в плане маркетинга, в плане мерчендайзинга. Ну, вот так много умных слов я могу сказать, но, тем не менее, это два разных мира. А что сейчас растет быстрее, чем ожидалось, возможно? Вот какое-то направление продукта вот определенное? Трудно сказать, что растет быстрее, чем ожидалось, потому что за много лет в бизнесе мы научились правильно ожидать. Круто. Это очень важно, прогнозирование. Вот, и поэтому я не могу сказать, чтобы что-то прям нас сильно удивило. Сейчас традиционно зима, вот мы с тобой здесь сидим в студии, снег на улице. И, естественно, в этот период времени максимально потребляются зимние вещи, то есть теплые. Там свитера, куртки, зимняя обувь. Поэтому нет такого, что вот мы что-то ожидали и прям не успели. Привезли мало, и все распродалось. То есть мы годами выстраивали вот эту систему, и мы научились правильно ожидать в том числе. Потому что планирование в бизнесе, а фэшн-бизнес, как ни странно, достаточно предсказуем. Я имею в виду в плане коллекций. Планирование в бизнесе — это главное, потому что если ты привезешь меньше, чем спрос, то ты не получишь выручки. Если ты привезешь больше, чем спрос, то ты заморозишь деньги. Поэтому здесь самое главное вот именно баланс вот этот соблюсти, чтобы с одной стороны осталось мало, а с другой стороны, чтобы не было таких позиций, которые сразу выбились, и их потом не стало. И на самом деле нам удалось практически успешно это реализовать, потому что только по данным наших продаж у нас в конце сезона остается только порядка 5% коллекции Это очень мало. не Да. проданной, которая там переходит в аутлеты или частично в следующий сезон. Хендерсон работает в среднем и премиальном сегменте. Чувствуются ли изменения в экономике на вашем спросе? Знаете, как премиальный сегмент — это очень сложно описать, да, то есть мы для себя это называем сегмент средний-средний плюс. В чем наша, наверное, сила? В том, что наш спрос, он не такой, как спрос в экономии, например, потому что в среднем-среднем плюсе люди, они достаточно, не последние деньги тратят на одежду. И поэтому у них одежда, допустим, и продукты питания, они не так сильно конкурируют в кошельке. Но тем не менее, и это видно на самом деле и в кризисные, в том числе, годы, потому что там 8-й, 14-й, 20-й пандемия. Мы видим, что когда рынок растет, мы растем гораздо сильнее рынка, а когда рынок начинает падать, вот как в кризисные прямо годы, мы снижаемся не так сильно, как все остальные. И это, наверное, преимущество этого сегмента. Я слышал, что Хендерсон хочет удвоить выручку за 3 года. За счет чего это возможно? Но на самом деле не хочет удвоить, а удвоит. Мы считаем с момента IPO, с 23 года, то есть 24, 25, 26. Первое, что мы делаем, реализуя стратегию, это переоткрываемся в новых форматах. То есть если мы посмотрим на наши презентации, которые мы раз в квартал раскрываем, они у нас все на ER-сайте лежат, там есть такой хороший слайд о количестве магазинов и площади магазинов. Вот количество магазинов у нас с 2020 года практически не изменилось, а площадь магазинов у нас удвоилась. И при этом у нас выросла выручка на квадратный метр. То есть это первый такой самый сильный драйвер. Это рост площадей, рост присутствия и рост ассортимента, предлагаемого нашим покупателям в офлайне. Вторая история, которая нам позволяет расти, это онлайн, потому что онлайн, когда мы выходили на IPO, мы посмотрели на все мировые аналоги и решили, что, наверное, в нашем сегменте доля онлайна 20% это нормально. И поставили это себе как цель. Но этой цели мы достигли уже к апрелю или к маю 2024 года. То есть вот IPO у нас было в 2023, там через полгода мы уже вышли на 20%. Это, наверное, свидетельствует о том, что российский рынок онлайна, диджитал, он гораздо более, скажем так, гораздо менее консервативный, чем в Европе. А сравнивали мы себя прежде всего с европейскими классическими брендами. Мы растем с темпами 17-20, а онлайн у нас растет темпом 35-40. То есть он
фактически в 2 раза быстрее растет, чем растет весь бизнес в целом. Это второй драйвер. Пока его доля была маленькая, его вклад в рост бизнеса был не такой значительный. Но сейчас, когда мы приблизились уже к 25%, это очень хорошая история, очень хороший драйвер роста. Третья история. И самое главное, я забыл сказать, что из вот этих 25% практически половина — это наш собственный онлайн, это не маркетплейсы. Да, как раз хотел спросить, у вас, наверное, нет на маркетплейсах. Мы есть на маркетплейсах, но тем не менее маркетплейсы — это половина, чуть больше половины, чем наш онлайн. И я могу сказать, что у нас маркетплейсов несколько, и доли маркетплейсов, они там приблизительно равномерно распределены. То есть у нас нет такого, что, допустим, завтра один из уважаемых маркетплейсов с нами не сойдется в какой-то позиции, и мы от этого сильно пострадаем. То есть у нас концентрация вот именно отдельно взятого какого-то одного маркетплейса, она там, ну, может быть, 3% или 4%, то есть очень низкая. Поэтому, в принципе, мы от этих каналов зависим незначительно. Супер. От каналов, которые мы сами не контролируем. А какие продукты или категории вот помогут взорвать продажи? То есть вот сделать это X2 в выручке? Первое, что нам поможет, это расширение ассортимента. То есть вот, например, еще 5 лет назад у нас большая часть ассортимента это была формальная коллекция. Сейчас у нас уже сильно меньше половины формальной коллекции. То есть мы расширяем проникновение свое в гардероб нашего покупателя. И параллельно, по сути, заменяете ушедшие бренды, которые продавали тоже вот неформальную одежду во многом. Ну, скажем так, мы эту нишу осваиваем, неформальную, и приучаем своих потребителей к тому, что Хендерсон — это не только формальный бренд. Ну вот я, например, сейчас полностью одет в Хендерсон. Да, это, наверное, можно назвать smart formal, наверное, потому что галстук все-таки. Но, тем не менее, я по многим мероприятиям хожу и в худи, и это тоже все Хендерсон, и в кроссовках. То есть, в принципе, мы говорим о том, что раньше мы гораздо меньшую потребность мужчины могли закрыть своим ассортиментом, чем сейчас. И это, наверное, секрет успеха. И это то, почему мы начали переоткрываться в формате, ну, уже 1000 плюс. Женская аудитория, насколько для вас является значимой? Женская аудитория, мы всегда считаем, что это самые главные люди в нашей жизни. Мы как мужчины с тобой, да? На самом деле это даже видно на цифрах, потому что у нас где-то половина покупок в наших магазинах делается либо в присутствии женщины, либо вообще без присутствия мужчины. Женщина приходит, вот как ты знаешь свой размер, так и твоя вторая половина тоже знает твой размер, она может спокойно прийти и купить тебе то, что тебе нужно. Потому что у тебя, как у мужчины, ну и вообще в целом у мужчин так устроено, что у нас множество главных задач, да, там есть классические, там, вырастить сына, посадить дерево, там, построить дом, но мы поэтому, для нас одежда — это вторичная история, и а все, что вторично у мужчины, должно быть оптимизировано по времени. Я подтверждаю, кстати, я видел, то есть я был в Хендерсон, и я вижу, что там ходят только женщины. Просто вот они ходят и выбирают мужскую одежду. И это было таким некоторым феноменом, да, то есть они, по сути, делают эту как раз работу за мужчин, совершают эти покупки. Но на самом деле вот мы даже в маркетинге очень много усилий прикладываем на то, чтобы женская аудитория узнала как можно больше про наш бренд. Но они покупают у вас есть женская одежда? У нас есть, ну так скажем, комплементарно небольшой участок женский в салоне. У нас есть сумизура, пошив на заказ. И вот для женщин мы шьем рубашки сумизура Донна, потому что мы поняли в определенный момент, что женщине, деловой особенно женщине, очень трудно купить качественную женскую рубашку. Ну вот в том понятии качества, которое вкладывает в это мужчина. Что она там из плотной ткани, из натуральной, там, дышащий, то есть вот как бы в силу того, что мужчина гораздо больше функциональности вкладывает в одежду, мужская одежда, поэтому, ну, мне так кажется, она гораздо более качественная, комфортная, ну, то есть она может быть не настолько ярко подчеркивает там какие-то черты мужчины, но тем не менее она, скажем так, ноская, она модная, и она очень качественная и комфортно сделана из высококачественных материалов. В женском фэшне там оборачиваемость вещей, она больше, и поэтому на качестве многие бренды, я не скажу, что все, но многие бренды качество ставят не во главу угла. Поэтому женщины к нам приходят, на самом деле, не только за рубашками, потому что сейчас есть, ну, такие веяния моды, там унисекс, оверсайз,
и прочие вещи. И женщины, как ни странно, начинают покупать мужские пиджаки. У нас вот на последнем модельном показе мы немного так сделали провокационно. Мы моделей девушек одели в мужские костюмы. И после этого была очень интересная реакция. Женщины начали покупать смокинги, во-первых, наши мужские, начали покупать пиджаки. И в Сумизура, в пошиве на заказ, женщины тоже очень много заказывают, потому что там, ну, мы там уже можем подогнать, скажем так, мужской костюм под какие-то природные особенности женщин. Я думаю, женщины удивятся качеству одежды, они сравнят и поймут, что в этом пиджаке можно всю жизнь проходить, и там, в принципе, плюс-минус все будет нормально. Фэшн-рынок бешеной конкуренции. В чем сильная сторона Хендерсона? Это вот скорее все-таки про качество, которое сложно повторить, или это про, про тренды, то есть про чувство вот, моды? Знаешь, тут, наверное, вопрос сложный. Конкуренция, она есть везде. Тут вопрос, как ты себя сам позиционируешь в этой конкурентной борьбе, и как ты себя чувствуешь в рамках здоровой, хорошей, такой бодрой конкуренции. Я могу сказать, что даже до того, как все бренды западные уходили, мы все равно росли двузначными темпами. То есть мы конкурировали нормально и с ними тоже. Более того, я могу сказать, что когда они ушли, стало, может быть, немного проще с одной стороны, но с другой стороны нам стало менее комфортно, потому что они задают очень высокую планку, они тебя все время держат в тонусе. И если ты можешь расти с ними очень быстро, то у тебя без них еще быстрее получается. Но с другой стороны появилось параллельно очень много предпринимателей, которые, наверное, решили, что ниша освободилась. И знаешь, как вот бывает отлив, да, а потом начинается прилив, и он очень сильный. Но после прилива всегда опять отлив. И вот сейчас мы видим на рынке, что многие, может быть, бренды, предприниматели, они, как войдя в тот момент на рынок, немного не рассчитали силы, и сейчас они с рынка начинают постепенно уходить. Но мы на этом рынке уже с начала 2000-х, и многое что пережили, и много с кем конкурировали, и по этой причине мы себя чувствуем очень комфортно. В любой ситуации. Может быть, ситуации бывают там времена чуть сложнее, чуть проще, но в любом случае мы чувствуем себя сильнее, чем средний по рынку. Еще один момент очень интересный, что вот мы же компания публичная, поэтому с тобой здесь, да, общаемся, одна из причин. Тем не менее, могу сказать, что мы получаем рейтинги периодически от Акры, от эксперта, и вот буквально пару дней назад нам Акра повысила рейтинг с с позитивным прогнозом до А+, со стабильным прогнозом. То есть, в принципе, это говорит о чем? О том, что даже на худшем рынке, ну, как все чувствуют его сейчас, чем в прошлом году, наше финансовое состояние для рейтингового агентства оказалось более привлекательным, чем раньше. То есть, в принципе, мы как росли стабильно, со стабильной скоростью, со стабильной маржинальностью, с низким долгом, так и продолжаем это делать. Вот я могу здесь подтвердить, я читаю аналитические, так сказать, прогнозы, да, покрытия компании, и вижу, что устойчивость растет, то есть бренд, он начинает формироваться уже как вот, есть продуктовые компании, где все стабильно, да, вот, и Хендерсон, он уже переходит в эту стадию, где стабильность сопровождается стабильным ростом, вот это самое приятное, да, что, в принципе, важно инвестору, потому что он дивиденды как бы хочет получать. Поговорим про некоторые риски, которые, возможно, возникали, но уже были преодолены, и, в принципе, это теперь становится дополнительным фактором устойчивости. Возможно, это было проблемы с логистикой или импортные поставки, вот именно как скачки какие-то происходили, которые, ну, уже на текущий момент явно преодолены. Вот это, появилась вот эта устойчивость в этой области? Но на самом деле тут не про устойчивость, наверное, можно говорить. Вот реальные проблемы с логистикой, ну, наверное, даже не с логистикой самой как таковой, а проблемы с платежами, они были, насколько вот мы помним, где-то в прошлом году, к майским ближе, когда просто одномоментно цепочки платежей исчезли в классическом понимании. И в тот момент мы поняли, ну, во-первых, что очень хорошо, что мы работаем с нашими поставщиками много лет, и поставщики согласились, ну, то есть срок платежа увеличился там с 2 часов
фактически до нескольких недель. Очень хорошо, что мы работаем с нашими поставщиками много лет, потому что наши поставщики в тот момент вошли в положение, и мы сказали, что в любом случае мы найдем выход из этой ситуации, чего бы это не стоило компании. И они согласились грузить нам без оплаты в тот момент. И на самом деле мы нашли путь, то есть вот этот кризис неплатежей, он прошел. Более того, я могу сказать, что, знаешь, у нас раньше не было плана «Б» по платежам, потому что все думали, ну куда это может деться, да, то есть как бы тут, может быть, по маршрутам был план «Б», да, потому что там то Советский канал перекроют, то не перекроют, там, ну, есть нюансы, а вот по платежам такого плана не было, и в тот момент мы поняли, что и здесь нам тоже нужен план «Б», и мы, во-первых, план «Б» очень быстро сделали, то есть буквально мы эту проблему решили где-то за месяц. И платежи опять пошли, да, они пошли, наверное, не день в день, как раньше, а там 2 недели плюс, но тем не менее они пошли регулярно. Плюсом нам помогло все-таки то, что мы не электроника. Скажем так, одежда и все вот эти инвойсы, которые там контролировались на той стороне, они все-таки, все эти люди, они все-таки к одежде относились более спокойно, чем к тем же самым компонентам и прочим всяким вещам. То есть у нас нету никакого двойного назначения, и все это поняли. И мы, более того, я могу сказать, что мы общались с теми банками, с комплаенсом банков иностранных, и объясняли им, кто мы такие. То есть вплоть до того доходило, у нас очень много времени на это ушло на самом деле. Тем не менее у нас появился план «Б», а потом у нас, мы поняли, что план «Б» тоже может оказаться в определенный момент не очень надежным, у нас появился план «С» и «Д». То есть в принципе сейчас, даже если у нас что-то случится с той цепочкой платежей, которая нами сейчас осуществляется, у нас есть, может быть, немного более дорогие, но тем не менее запасные варианты. И в логистике произошло то же самое. То есть мы полностью, помнишь, если там контейнерные компании отказались работать с Россией, там море перестали возить. И на самом деле для нас это стало плюсом, потому что раньше у нас большая часть изделий шла морем, месяц плюс. А потом, после того, как сказали, что моря больше не будет, ребят, мы пересели на железную дорогу. И у нас сильно уменьшились сроки доставки, потому что по железке гораздо быстрее просто. А стоимость? Стоимость повысилась, но тем не менее мы говорим о том, что у нас в целях к 2026-2027 году сделать так, чтобы стоимость приблизилась к той стоимости, которая была раньше. Мода — это быстрое производство, инфляция как-то повлияла на себестоимость? Инфляция, она, ну, естественно, она влияет на себестоимость, тут ни о чем говорить, но с другой стороны, мы стали достаточно крупным потребителем у наших производителей. А у нас, я напомню, более 100 производителей в 15 странах, и в момент, когда ты переходишь из, скажем так, со ступени маленького заказчика на ступень одного из ключевых, ты достаточно хорошие аргументы получаешь, чтобы торговаться с производителем по цене. Это раз. Вторая история, что все-таки мы можем говорить о том, что благодаря сильному рублю инфляционная составляющая валюты, она некоторым образом компенсировалась. И тут мы, наверное, больше мы говорим о рублевой инфляции, потому что у нас зарплаты выросли в стране, там, ну, много чего выросло, расходы в России выросли. Но тем не менее мы стараемся держать уровень инфляции нашей ниже, чем уровень инфляции в стране. И нам это пока удавалось. Круто, на самом деле, да. Чем больше бренд, тем больше к нему доверят поставщиков. Вот это интересная история, что и платежи можно попозже заплатить, и цену можно выбить получше. Еще этот стабильность курса абсолютно позитивно накладывается. Но есть один нюанс, что, например, крупным фэшн-домам выгоднее идти, скажем так, инлайн с курсом страны, потому что мы знаем, что курс, заложенный в бюджет на следующий год, он 90 плюс, по-моему, если мне память не изменяет. Но он был и на этот год 90 плюс. Да, но тем не менее, вот тот фактор, который сработал и который незначительно сказался на нашей маржинальности, все видели по первому полугодию, что у нас маржинальность снизилась, это был один из факторов, что был курс 90 плюс, потом он долго и упорно снижался и остался на 80. О чем это? Как на нас это отразилось? Мы как компания, скажем так, ну, практически производственная, потому что у нас все-таки цикл, он практически 18 месяцев. Вот сейчас, для примера, мы работаем над коллекцией осень-зима 2026 уже. То есть весна-лето, она уже не то что в образцах, она уже начинает приезжать на склады, и к февралю она уже полностью приедет.
А осень-зима, коллекция осень-зима, она уже практически в пике сезона находится, и сейчас мы разрабатываем коллекцию осень-зима 2026 года. И, соответственно, у нас платежи тоже растянуты. И у нас курс формируется, ну, можно так сказать, мы работаем по среднегодовому курсу. И когда курс начал снижаться и остановился, получилось так, что среднегодовой курс на складе у нас выше фактического среднегодового курса. И это была небольшая проблема, потому что те компании, которые работают с колес быстро, они получили, скажем так, по себестоимости некоторую выгоду относительно нас. Но сейчас я не слышал ни одного прогноза, что будет дальнейшее усиление рубля, а ослабление приведет к тому, что опять начнет работать классическая модель, которая десятилетиями у нас работала, что мы в момент продажи имеем чуть выше курс, чем у нас в среднем по складу, и отсюда мы еще экстра маржин получаем. А при том, что традиционно вот несколько лет последних компания была мало закредитована, сейчас мы долг набрали, но мы долг набрали, потому что мы строим склад, это капекс. И опять-таки мы сейчас в пике долга находимся, и он будет снижаться. Уже сейчас начал снижаться, будет снижаться весь следующий год. С низкой долговой она у нас 0,5. С запасами, которые переоцениваются по курсу ниже текущего, мы гораздо больше имеем преимуществ на рынке перед перед маленькими компаниями, которые, как правило, работают с колес. Это вот такой бизнес-кейс. Да. То есть у нас две истории, которые сработали негативно в этом году, в первом полугодии. Первая история — это вот этот курс сработал негативно. И вторая история, что мы поняли уже, мы заранее к этому готовились, мы строим сейчас новый свой распределительный центр, но в этом году мы особенно остро почувствовали нехватку логистических мощностей. И у нас уже 4 площадки, которыми мы оперируем для обслуживания онлайн и офлайна своего. Логистика, скажем так, стала менее эффективной из-за того, что много стало площадок, и логистические расходы тоже выросли. Относительно общей доля в цене логистических расходов выросла именно по этой причине. В следующем году мы переезжаем на новый РЦ всеми своими мощностями. У нас пропадет такой фактор, как внутренняя логистика, такая интересная штука, когда у тебя товар перемещается, назначение складов, оно разное, и у тебя товар должен для того, чтобы, допустим, начать распределяться по салонам, он должен с одного РЦ переехать на другой. И вот этого не будет. Соответственно, первый фактор, которого не будет, это фактор укрепляющегося рубля, и второго фактора не будет, это фактор неэффективной логистики. Ну и третий фактор, на самом деле, тоже немаловажный, который отыгрался в первом квартале этого года, в первом полугодии, я прошу прощения, этого года, это фактор оплаты труда и рынка труда, потому что с 2022 года мы все чувствовали опережающий рост зарплат, во-первых, и во-вторых, мы чувствовали все, что был рынок работника, а не работодателя. Вот сейчас рост зарплат, он замедлился, по крайней мере, я не скажу, что он упал, но он замедлился. Вторая история, что мы чувствуем, что рынок потихонечку начинает разворачиваться в сторону работодателя. Это третий фактор, который поможет нам в следующем году улучшить эффективность бизнеса. Давай поговорим про цифры. Выручка, прибыль, процент дивидендов, прогнозы, ожидания. В этом году мы ожидаем рост выручки в диапазоне 18-20% год к году. Рентабельность по чистой прибыли мы для себя таргетируем 10-14, и от 10 до 14% рентабельность по чистой прибыли. И мы будем где-то посередине этого диапазона. Дивидендная политика у нас очень простая, мы распределяем половину чистой прибыли. В том случае, если долговая нагрузка меньше 2,5. Сейчас она сильно ниже 2,5. Долговая нагрузка. Дивиденды ближайшие будут ориентировочно 10 декабря, и это будет 12 рублей на бумагу. Какая выручка, сколько у конкурентов, сколько у вас, какая у вас прибыль и сколько дивидендов заплатите? Ну, смотрите, по поводу конкурентов я сказать не могу, потому что кого считать своими конкурентами, потому что традиционно мы всегда ориентируемся на компании за глобальные, скажем так, западные, там, восточные, азиатские, неважно, но тем не менее глобальные, потому что они задают определенные стандарты сервиса, определенные стандарты корпоративного управления, и нам проще на них ориентироваться, в том числе и потому, что многие из них публичные. На российском рынке мы одна единственная публичная компания, поэтому точно мы не знаем данных, ну, давайте так в кавычках назовем наших конкурентов, но тем не менее есть оценки экспертные, в том числе в рамках IPO мы их проводили, и есть топ-5
компаний в России, и Хендерсон на первом месте. Это именно мужские бренды. А выручка оставшихся 4 совокупная меньше, чем наша. То есть мы как бы сначала к Хендерсон идет, потом долго никого нет, потом номер 2. Это первое. По поводу наших финансовых результатов, ну вот последний финансовый результат, который мы раскрывали, это результаты за 9 месяцев. LTM выручка за 9 месяцев — это last 12 months. То есть 4-й квартал прошлого года плюс 3 квартала этого года у нас 23,5 почти миллиарда рублей, и это плюс 19% к аналогичному периоду. То есть скорость близко к 20%. А прибыль? Чистую прибыль LTM я сказать не могу, но ее легко посчитать из дивидендов. То есть в первом полугодии, то есть это фактически за 2024 год, за второе полугодие 2024 года мы заплатили 20 рублей на акцию. В декабре, то есть это первое полугодие 2025 года, мы заплатим 12 рублей на акцию. Да, у нас рентабельность по чистой прибыли снизилась, стала ниже 10%, а в прошлом году она была 15%. Но я факторы перечислил. То есть первый фактор — это падение, скажем так, иностранных валют. Второй фактор — это логистика наша, которая, в принципе, стала не такой эффективной, как в прошлом году, из-за того, что она перегрузилась очень сильно, удовлетворяя спрос нашей сети онлайна. Третий фактор — это рынок труда. Он отыгрался. На самом деле уже этого не будет. Погоду мы ожидаем в диапазоне, ну, как я сказал, прибыль чистую в диапазоне от 10 до 14, но, скорее всего, ближе к середине этого диапазона. Как в компании принимают решения? Вы IR-директор. Насколько глубоко вовлечены в стратегию продукта? У нас есть такая традиция, ну, во-первых, значимые или нет, да, то есть если решения операционные, то их принимают соответствующие менеджеры. Если решения глобальные, которые влияют там на стратегию компании, то, естественно, у нас есть органы определенные, принимающие решения, это совет директоров в том числе. И второе, все-таки для того, чтобы на курс компании влиять не единолично, очень часто привлекаются эксперты, международные в том числе, для того, чтобы проанализировать какие-то глобальные изменения в компании, чтобы минимизировать риски даунсайда. Как показывает практика последних нескольких лет, там 5-7 лет, это достаточно эффективная история, потому что, ну, это история роста. А роль IR на самом деле быть везде и всегда, потому что вопрос, который может быть задан, он может быть задан из любой области, он может быть задан из продаж, из финансов, из стратегии, там, откуда угодно. И поэтому роль IR быть везде. Фактически, то есть быть максимально в курсе последних трендов и того, что глобально происходит в компании. Да, тут нужно знать не только финансовую часть, но и индустрию понимать. Ну да, на самом деле вопрос, надо рассказывать о компании и подчеркивать особенности компании. Особенно вот интересно это делать в фэшне, потому что, например, там, ну, в металлургии, в классическом ритейле, там есть все-таки с кем сравниваться и сказать, что вот у нас так, а вот у них так, например, да. И там есть уже сложившиеся на российском рынке, скажем так, триггеры и факторы, которые либо эффективным, либо неэффективным считают определенный вид бизнеса. А мы на фэшн-ритейле, как на нашем рынке фэшн-ритейла, единственная компания, нас не с кем сравнивать, и поэтому чем я занимаюсь достаточно плотно и продуктивно последние годы, это тем, что я объясняю рынку, в чем наше отличие, ключевое отличие на самом деле от классического ритейла и от ритейла non-food. Как раз зачем вот инвестору смотреть на фэшн-сектор? В чем вот ваша как бы история? На самом деле, если вы посмотрите на наши ключевые финансовые показатели, то мы не ритейл в классическом понимании, потому что у нас рентабельность бизнеса, она гораздо выше, чем в ритейле, она близка к максимально эффективным производственным компаниям. Вот то, о чем мы говорили, что у нас цикл производственный 1,5 года, это приближает нас больше к компаниям создающим. То есть не просто купи-продай, да, то есть мы создаем свой продукт и полностью контролируем всю цепочку создания. И вот в этом ключевая особенность. И почему мы, то есть мы умеем расти быстрее рынка, и это показываем из года в год на протяжении многих лет. Мы умеем делать это эффективно, то есть без какого-либо влияния на маржинальность. Конечно, у нас маржинальность периодически может как-то сужаться, но это связано с внешними факторами, а никак не с факторами внутри компании. То есть, вот знаете, как бывает такое, что
мы будем удваиваться каждый год. В принципе, такую цель мы тоже могли бы перед собой поставить и, наверное, достаточно успешно с ней справиться, но это бы сильно повлияло на наши финансовые результаты. Мы бы увидели убытки, условно, мы бы увидели рост кредитного портфеля, то есть многие вещи, которые влияют на нашу устойчивость. А мы двигаемся с той скоростью, чтобы одновременно эта скорость была быстрой, и весь рынок понимал, что мы быстрее растем, чем все остальные наши соседи по поляне, и чтобы этот рост был эффективным. Если я как инвестор покупаю акции Henderson, что я получаю? Вот если коротко, вот 30 секунд, что я получаю за акцию Henderson? Ну, во-первых, вы получаете обещание. То есть, когда вы покупаете, входите в какую-то компанию, первое, на что вы реагируете на обещание. Henderson — это компания, которая привыкла выполнять свои обещания. То есть мы говорим, что мы растем быстрее рынка, что мы одни из самых маржинальных на рынке, и это продолжается. То есть, в принципе, мы предсказуемые, мы выполняем свои обещания. Я не буду обещать роста, да, потому что рост очень часто зависит не от компании конкретной, да, потому что вот, ну, как бы если бы мы жили где-нибудь в Европе, то компания с такими показателями стоила бы в несколько раз дороже, потому что там, ну, стабильные экономические условия. Так как это происходит у нас, что я могу обещать, что мы будем следовать своим обещаниям. И если своим обещаниям будет следовать экономика, то в этом случае инвестор будет иметь успешную, стабильную бумагу в портфеле. Планируете ли выход на иностранные рынки? Ну, кто их не планирует, да? Да, мы планируем выход на иностранные рынки. Более того, я могу сказать, что у нас есть тестовая работа, мы провели. Несколько лет уже мы присутствуем на рынке Армении. У нас сейчас там 3 магазина. И мы тестируем как раз модель выхода, то есть международная франшиза это называется. Модель показала свою стабильность, надежность. И единственное, что сейчас нас ограничивает от выхода на другие рынки, это логистика. Как только у нас появится новый РЦ, и мы начнем оперировать уже новым РЦ, у нас не будет никаких сдерживающих факторов, тем более в тот момент у нас начнется снижение долговой, и мы сможем средства инвестировать в выходы на рынки и, ну, естественно, на ближайшие. Круто. У меня на самом деле некоторая гордость за то, что у нас есть такая публичная компания на рынке, которая развивается, вкладывается в мощности, не пытается жить одним днем, а планирует будущее свое. Это наше конкурентное преимущество некоторое. Как вы пришли к работе АЯР? Почему именно коммуникация с инвесторами стала вашим путем? Сложный жизненный вопрос. Ну, неисповедимы пути Господни, во-первых, но я всю жизнь работал в финансах. Большую часть моей карьеры составляло общение именно с реальным сектором. То есть это корпоративные финансы, IB и прочие всякие такие истории. То есть я получил достаточную экспертизу в реальном секторе, потому что у меня насмотренность такая была определенная. Плюс к этому это продажи были, не просто как аналитика. И АЯР работа, она, наверное, отчасти по своей природе схожа, потому что АЯР должен продвигать на рынке ту компанию, которую он представляет. Это и есть, в принципе, продажа. Что больше всего вдохновляет в работе Henderson? Знаете как, когда я только пришел в компанию, меня, ну и до сих пор вдохновляет, это то, что, во-первых, люди. Нет такого, что тебе что-то потребовалось, и тебе сказали, там, делай сам, или там, я не знаю, потом, завтра или нет. То есть все максимально стараются помочь. Команда, на самом деле, это, ну, такая капитал, один из основных капиталов компании. И вторая история — это то, что это реальный сектор, и это потребительский фактически сектор, то есть это люди. И ты понимаешь, что ты делаешь. Потому что, ну, в банках, понимаешь, вот, допустим, или в финансовых компаниях у тебя товаром являются деньги. То есть у тебя фактически нет перехода деньги, товар, деньги, потому что у тебя переход деньги, деньги, деньги. Здесь цикл. Да, у тебя просто цикл. А здесь у тебя есть реальное то, что можно потрогать руками. Ты понимаешь, зачем ты это делаешь. И у компании есть философия, есть миссия, и ты понимаешь, что компания меняет на рынке и в мире, в принципе. Это прикольно, на самом деле. Какой совет вы бы дали молодым специалистам, которые хотят работать в большом бизнесе и, возможно, в фэшн-индустрии? Один очень хороший мой друг, и у него есть одно выражение очень хорошее: делай то, что должен, а дальше будет, что будет. То есть не надо выстраивать какие-то амбиции, потому что если ты делаешь 100%
того, что от тебя требуется, то все остальное, оно придет. И если у тебя есть амбиции, они все равно реализуются, потому что они у тебя есть. Потому что не реализовываются амбиции либо у тех, кто не доделывает, либо у тех, кто не хочет. Если человек доделывает и хочет, он в любом случае получит. С нами был Константин Гедемин, директор компании Henderson. И теперь переходим к блиц-опросу. Короткие вопросы, короткие ответы. 3 слова, которыми вы бы описали Henderson сегодня. Мода, надежность, лидерство. Ваш must-have предмет гардероба. Несколько костюмов, несколько рубашек, все остальное по вкусу. Когда видите человека в костюме, на что первым делом обращаете внимание? Первым делом я обращаю внимание на костюм. Ну, то есть у меня есть профессиональная насмотренность, я могу сказать, знаешь как, дорогой костюм, его видно. И причем его видно, знаешь как, вот ты можешь купить дешевый костюм и одеть его первый раз, и он будет выглядеть как дорогой. А дорогой костюм, он будет выглядеть как дорогой на протяжении долгого времени. То есть он от носки не теряет вот эту историю. Дорогой это сколько? Дешевый это сколько? Ну, слушай, опять-таки, давай так, перейдем с других терминов хороший и не очень хороший, потому что, скажем так, дорогой не всегда, хороший не всегда очень дорого, но и плохой не всегда очень дешево. В цифрах. Ну, я не знаю, на самом деле, хороший костюм, мне кажется, который в гардеробе каждого мужчины должен быть, он стоит, ну, несколько десятков тысяч рублей. И он должен быть из естественной ткани, как правило, это шерсть. И ну, классически выглядеть. Классический костюм — это цвет, но я, знаешь, как я по стилю не так силен, я тебе могу сказать, что, ну, наверное, не черный, потому что черный костюм — это, знаешь, как это black tie, такой вечерняя история, когда это, как правило, смокинг, черный костюм. Такие классически успешные цвета — это синий, в моде сейчас, в трендах оттенки коричневого, оттенки серого, но тем не менее хороший костюм, он в любом цвете выглядит как хороший костюм. Что выявляет дешевый костюм? Сколько это стоит? Ну, во-первых, дешевый костюм, наверное, быстро занашивается достаточно. Он начинает выглядеть неопрятно через очень непродолжительный промежуток времени, потому что его создание, скажем так, конструирование, силовые элементы, которые поддерживают форму в любом костюме, они сделаны не настолько качественно, их не видно, на самом деле, этих силовых элементов при покупке, но тем не менее они очень часто, очень быстро проявляются при носке. Самый недооцененный предмет мужского гардероба. Это мое личное мнение. Да. Самым недооцененным элементом является платок. О, Потому что платок, при носке его на костюме, в кармане, он выражает индивидуальность, подчеркивает индивидуальность, и он, скажем так, фокусирует на себе взгляд. И большинство людей этого не делают. что сложнее, угодить покупателю или инвестору? Мы когда только вышли на IPO, мне казалось, что вот, ну, Henderson все знают. Просто вот, ну, потому что 160, больше 160 магазинов, крупнейший бренд мужской моды. И фактически, ну, у меня не было сомнений, что все знают. И когда мы первый IR-день проводили, такой очный, и спросили аудиторию, а вот выяснилось, что вот из 50 человек о Хендерсоне, как о бренде, знают там, ну, 10%. И мы в тот момент поняли, что аудитория инвестиционная и аудитория потребительская, они очень слабо пересекаются. И вот много сил положили как раз на то, чтобы пересечь эти две аудитории. Что сложнее продать? Знаешь, когда ты продаешь одежду, практически все, качество одежды, комфорт, мода, цена, уровень сервиса, это все зависит от тебя самого, от компании. То есть насколько компания смогла это сделать и контролирует, настолько успешным будет продажа. А когда ты продаешь акции, то в этом случае, наверное, большая часть, я не скажу, что больше, но половина успеха зависит от факторов, на которые ты не влияешь. Вот, например, сейчас мы же не влияем на ключевую ставку. Да. И у нас есть прямой арбитраж рынка ценных бумаг, ну, в смысле акционерного рынка, с рынком гарантированной доходности. Рынок акций, он, ну, не дает сейчас гарантированной доходности, которая превышает уровень, ну, бандов тех же самых. Один фэшн-тренд, который вы точно не поддерживаете. Рваные джинсы. Henderson через 5 лет — это... По-прежнему лидер мужской моды. Что бы вы сказали ЦБ, если бы была такая возможность? Я бы тактично промолчал. Я бы спросил, на самом деле, и, ну, вряд ли получил бы ответ, когда все будет, когда рынок станет более
френдли для инвесторов. Супер. Спасибо большое, Константин. Друзья, ставьте, пожалуйста, лайк к выпуску, пишите комментарии, вопросы, которые мы читаем, и не забывайте подписываться на канал. И также, если вы хотите знать больше о компании Henderson, в базаре есть профиль Henderson, вы можете на него подписаться и получать информацию с первого источника. И также будет ссылка на сайт. До скорого.